Приветствую вас, дорогие друзья, в пространстве гармония, интуиция и тонкого мира. С вами Ева. Я спешила сегодня прям вот включить камеру. Сегодня новолуние, завтра равноденствие. Невероятные энергии, которые хочется с вами поделиться, хочется прочитать для вас поток. Выбрала вот такие вот две колоды, сейчас объясню, расскажу. Сегодня мы будем смотреть, вы знаете, такой подъем. Я смотрю в поле, вообще для многих людей сегодня будет очень светлый день. И независимо, когда вы откроете это видео, сегодня в новолуние, в равноденствие, через месяц, через год, все, кто будет смотреть это видео, это люди, которые, возможно, был такой период немножко затишья, знаете, такого лечебного голодания духовного, такого было очищение, и сейчас энергии придут очень светлые в вашу жизнь, и судьба готовит вам подарки. Поэтому сегодня будем смотреть, какие подарки готовит вам судьба. Будем смотреть на двух колодах. Как раз вот оракул «Выбор судьбы». Я не трогала эту колоду, наверное, года, ну даже не 3, может быть 4. Колода очень специфическая, но вот сегодня меня потянуло взять именно ее. Давайте посмотрим. И, ну, очень-очень тонкая колода, которая нам даст сегодня советы. Космическое дыхание или космическое семя. Ну, в общем, очень интересная колода. Сегодня у нас две такие для вас новинки, но для меня эти колоды уже со мной давно, я пользуюсь ими не так часто. В общем, интересно. Поэтому загадывайте два варианта, как обычно. Я пока на вас буду настраиваться. Начнем с оракула судьбы. Видите, такая подкова на удачу. Вам однозначно идут подарки, потому что тот подъем и тот энтузиазм, с которым я сегодня спешила просто включить камеру и выйти к вам, это, конечно, невероятно. Вот. Вы сейчас... Я должна вам просто... Я не знаю, сейчас не могу нарушить камеру, но, в общем... Когда я сказала подарки судьбы, давайте я вам сейчас все-таки поменяю камеру и покажу. Смотрите, вот, вышли коровы сразу же, видите? Это невероятно просто. Сейчас поставлю назад камеру, друзья. Ну, в общем, это невероятно. Не знаю, надеюсь, вы видели. Вон они сейчас идут. Подарки вот такие вот себя остановилась, на меня смотрят. Это, конечно, ну вот, понимаете, вот где бы я как чего не снимала, что бы ни происходило, но Вселенная, конечно, умеет удивлять. Так, сейчас сбился свет. Сейчас натроемся. Вы пока загадываете первый, второй вариант. Я пока на вас настраиваюсь. Меняется погода, то солнышко, то тучки, свет борется с тьмом, скажем так, с тьмой, и все подарки судьбы, которые вы должны получить, они, понимаете, они просто входят в кадр, они просто входят в вашу жизнь. Ну, давайте смотреть. Первый, второй вариант, единички. Давайте начнем с вас. Давайте посмотрим, вот я смотрю, что нужно посмотреть для каждого варианта по 3 подарка, потому что я вижу, что не один подарок, вышло вообще 2 коровы и человек. Ну вот я прям, когда утром загадывала эту тему, смотрела и думаю, у каждого не один подарок будет, у каждого где-то вот по 3 подарка. Так, давайте смотреть, сейчас начнем. Первый подарок судьбы для вас — единички. Волк. Интересно, посмотрите, какая карта вышла. Видите, волк. Хищная, кровожадная. Я думаю, что в вашей жизни, понимаете, уходят все враги, уходят все неприятные ситуации. То есть вы поймете, что на самом деле настолько вы жили, скажем так, знаете, скажем так, в кавычках плохо, что вы даже не подозреваете, как может быть хорошо. Вы так привыкли к плохому, так привыкли к каким-то сложным обстоятельствам, каким-то сложным моментам, что вы, в общем-то, везде видите подвох, вы везде видите какие-то враждебные энергии. Но у вас были непростые ситуации, возможно, вы проходили такие, знаете, вот перезагрузки, трансформации, с кем-то расставались, то есть были какие-то сложности. Поэтому, в жизни может быть вот так, понимаете, может быть борьба, кровопролитие, могут быть сложные ситуации, понимаете. Как вот видите, солнце. Сегодня будет что-то невероятное происходить. Подарки просто влетают, в общем, что-то вообще. У меня тут солнце на пол лица, ну, в общем, первый раз такое. Вот, в общем, очень интересный такой происходит, знаете, момент. Удача просто влетает в вашу жизнь. Это, конечно, невероятно. Давайте еще из потока посмотрю.
Что-то я тут избиваюсь за всем. Вы знаете, вот очень интересно, что будет происходить в ближайшее время. Такие будут изменения, вы не будете знать, за что хвататься. Вам столько будет идти по жизни каких-то перемен. Я думаю, что у тех, у кого не было мужчин, придут мужчины в жизнь, и вы просто обалдеете, что, не знаю, начнутся какие-то переглядки, какое-то кокетство, начнут появляться мужчины, которые с вами заигрывают, которые с вами знакомятся. То есть весна будет как бы вот, ну, очень чувственная. То есть на струнах любви у вас будет просто на вашем сердце развиваться любовь. И это однозначно будет связано с мужчинами. Но то, что уходит из жизни вот это вот напряжение, и, знаете, вот такая вот жизнь-борьба, жизнь-схватка, это прям, ну вот я чувствую, что это однозначно уходит. Потому что воодушевление от единичек идет огромное. И вообще, я смотрю единички, вы девочки, которые вы избегаете конфликта. Вы вообще не хотите, вы понимаете, вам лучше худой мир, чем война. Есть люди, которые привыкли жить в борьбе, которые привыкли жить в страданиях. Вот. А вы человек, который не хотите тратить на это время, вы выше этого всего, понимаете? Вы хотите счастья, вы хотите, чтобы в жизни была гармония, была радость, было спокойствие. Вот этот идет. Это однозначно идет, знаете, как подарком в вашу жизнь, в вашу судьбу. Потому что я смотрю, что вы настолько устали, вы, может быть, жили так десятилетиями даже, понимаете? Не то, что вот вы только когда-то так жили. Вы жили, может быть, так долго, вы, может быть, даже росли в такой среде. Но вы настолько от этого устали, вы хотите жить совершенно по-новому. Понимаете? Вот сейчас равноденствие в новолуние вам идет такой, как подарок судьбы, формат жизни, где вы больше не страдаете, где вы творец жизни, где в вашей жизни как бы преобладает гармония, преобладает счастье, и вы сами становитесь другой, вы понимаете, вы сами становитесь другой, вы становитесь нежной, и ваши отношения меняются. То есть если у вас уже есть отношения, вы в браке, то ваши отношения будут очень гармоничными, верными, трепетными, нежными. Если нет, то в вашу жизнь обязательно войдет человек, с которым именно будут такие отношения. Потому что вы сама качественно поменялись. Вы сама стали совершенно другая. Сегодня, видите, вот это вот я давно не было такого в кадре, чтобы то солнце, то тучи. Перемены идут, вы понимаете, будет настолько в ближайшее. Вот вы загадайте 3 дня, неделя. Мне почему-то кажется, такие очень короткие сроки. То есть буквально вот в течение недели будут большие перемены. Очень суматошный сегодня расклад, коровы вошли, солнце, тучи, все как-то не так, потому что вы привыкли жить, может быть, какое-то время, знаете, в какой-то такой стабильности, в стагнации, все как-то вот спокойно, знаете, зима, горела свеча, читали книжки, такое расслабление, но вам идут перемены, вам идут новости, то у вас идут реально обновления, то есть, знаете, как переписывается ваша судьба. Вот, ну, в общем, невероятно. Давайте посмотрим еще третий подарок судьбы для вас, который идет на картах оракула судьбы. Опять лебеди выходят, но я вот смотрю, что там не только с этим связано. Вытащу еще вторую карту, опять идут лебеди, да, пусть эта карта будет такой основной, но видите, как классно. То есть получается лебеди, семья и дети. То есть ну, у вас на самом деле ну, поменяется ваша атмосфера в семье, поменяется ваша жизнь. То есть уйдет трагедия, придет гармония, придет равновесие. И поэтому завтра в равноденствии или когда вы смотрите сейчас это видео, загадывайте себе это, потому что это обязательно будет в вашей жизни. Я не могу вообще сосредоточиться, единички, вы такие суматошные, это я не могу, что со мной происходит, потому что вы единички, вы настолько устали, вы хотите перемен, вы хотите жизни, вы хотите каких-то действий, понимаете? Вот, вы очень страстные, у вас такое пламя внутри в сердце, то есть вы очень горячие. Видите, я не могу спокойно видео записать. У меня такого вот сколько уже видео на канале, сколько я провожу консультаций, сколько я работаю с людьми, такой суматошности, такой вообще, я не знаю, за что хвататься. То есть вы, видимо, знаете, долго жили в таком немножко стоячем состоянии. Опять выходят все время вот лебеди, как я не мешаю. Но вы жили в закрытом состоянии, понимаете? В такой вот, в очень, знаете, как сказать, в таком состоянии, погруженном в себя, вы копались внутри, вы пытались разобраться, что происходит, вы искали ключи ко всем, ответы ко всему. Но, понимаете, в жизнь входит гармония, покой, вот воды будут, видите, тут вода, она такая бурная, то есть у вас начнутся какие-то перемены однозначно.
Слушайте, единички, что вы делаете? Я вообще, я не могу спокойно сидеть. Вы меня просто сводите с ума. Давайте посмотрим совет. Совет. Да, видите, вот даже первая на торце выходит, мы сейчас посмотрим, но здесь границы, отпусти это. Это не твое, чтобы нести. Вот прям 100%. Посмотрите, какая карта красивая, да? То есть тут женщина, она лежит в воде, она расслабляется, она отпускает поток, она понимает, что борьба не для нее, склоки не для нее, разборки не для нее, добиваться в жизни всего через преодоление не для нее. То есть вы абсолютно, вот я не знаю, у вас этой весной, или вот когда вы нашли этот расклад, то есть в ближайшую неделю вы почувствуете невероятные просто перемены в себе, как будто вы стали качественно другая. Давайте посмотрим для вас совет. Cracked Open. Интересно. Ну, в общем, видите, вот такая вот карта, видите, разделение на до и после. Скала, верх скалы, окружение, алхимия и жизни. То есть, на самом деле, очень сложная карта, ее даже на русский сложно перенести. То есть у вас, понимаете, то есть вы как будто бы, видите, вот вы как будто бы трескаетесь напополам. Старая ваша оболочка. И выходит совершенно новая оболочка. Вот, где у нас там были? Сейчас, где там была карта? Огонь и пламя. Посмотрите, вот посмотрите просто на вот эти вот две карты. Вот это вот для вас. Видите? Сейчас вот так вот словлю на солнце, видите? Женщина, у нее старая оболочка отваливается, и выходит свет. И тогда она познает алхимию жизни, смысл жизни, как вообще можно магичить этой жизнью, понимаете? Не пробивать все своим лбом, не входить, знаете, в закрытые двери, а жить. Вот я сейчас вытащу вам еще одну карту в подтверждение. Вот, видите, смотрите, какие красивые. Вот это вот то, что вас ждет. Это то, что было, а то, что вас ждет. Вы посмотрите, какие красивые карты. Ну, они просто невероятные. Вот, и меня тут еще на солнце сейчас. Вот так вот. И меня на солнце, и карты. Вот так вот, видите? Вот себе вот так вот скриньте. Ну, это очень красиво. Смотрите, у вас уходит старый мир, старая оболочка рушится. И посмотрите, какой красивый новый мир. Там все пылает где-то, да? А у вас зелень, а у вас потоки, а у вас счастье. Вы это переживете. You will survive this, понимаете? Новые решения и новые начала, понимаете, новое начало. Вот эта карта, она вот абсолютно вот про то, что я вам говорила последние 20 минут. Вот эта карта именно об этом. Вот скриньте себе, сохраняйте, она просто, ну, невероятная. Очень красиво, очень красиво. Девочки, вот понимаете, это вот весеннее равноденствие, это как обновление. Вы не узнаете себя. Девочки, мальчики, кто смотрит, вот буквально в ближайшие дни будут происходить такие события, которые изменят вас, ваше отношение к жизни. Очень интересно. Опять перемешала, опять выходит эта карта, ну потому что это всегда, пока я об этом думаю, мешай, не мешай, выйдет все равно та же карта. Так, давайте смотреть двоечек. Что у двоечек, девочки, давайте сейчас на вас настраиваться буду. Вы совершенно другие. Суета уходит, торопливость уходит. Вы такие вдумчивые, романтичные натуры. Вообще очень такие, знаете, кроткие, тонкие девушки, которые там вообще не про борьбу. Вы такие искусницы. Давайте смотреть, что приходит нового в вашу жизнь. Опять выходит скрипка почему-то, вот, и исток. Вот такие вот две карты. Первый подарок судьбы для вас в вашей жизни. Ну, во-первых, в ваших отношениях начинается какой-то новый виток, однозначно. То есть в ваших отношениях, даже если был немножко какой-то, знаете, ну, остыли чувства или давно чего-то не было, может быть, будет свидание, может быть, вы куда-то отправитесь или поедете, но будут происходить какие-то очень классные вещи, понимаете? То есть вам действительно будет, скажем так, воодушевление в отношениях появится в паре. У вас появится ощущение движения, то есть застой уйдет, и чувства будут пробуждаться снова, то есть вам захочется опять, душа поет, знаете, состояние душа поет. Вот. Мне кажется, вот даже, знаете, возможно, вас позовут на свидание в ближайшее время, или вам предложат отправиться в какое-то путешествие, какой-то мужчина. То есть такой будет подарок судьбы, что у вас в душе зацветут цветы. И это будет связано с мужчиной. Это будет идти именно от противоположного пола, однозначно. Это будет очень для вас
неожиданно, приятно, ну, как бы, знаете, с одной стороны, неожиданно, потому что вы не, формат у вас будет, скажем так, немножко ниже, но вы предчувствуете, я смотрю, вот, дочки, вы как будто бы предчувствуете, что сейчас уже вот все меняется, вы как бы, знаете, вот уже не то, что вот был там как бы застой, ничего не происходило, вы знаете, что сейчас идут перемены, я другая, я этого заслуживаю, и вот я готова принимать подарки, вот у вас такое состояние сейчас, вот. Давайте смотреть еще, что входит в вашу жизнь. Двоечки. Вот такие еще 2 карты вышли. Второй подарок судьбы для вас в ближайшую неделю, в ближайшее время. Ну, на самом деле, все тайны, все какие-то скрытые моменты, все тяжести, все, что, знаете, скажем так, было скрыто, непонятно, все прояснится, и вы научитесь, знаете, оставаясь женственной и тонкой, справляться совершенно с любыми жизненными трудностями. То есть у вас появится, знаете, такая внутренняя стойкость, внутренняя сила. Вы даже, опять же, вот как и единички, вы тоже в себе удивитесь, как вы, допустим, раньше кто-то вам что-то сказал, какое-то плохое слово, и вы могли обидеться, расстроиться, заплакать, а тут вы как бы, вам что-нибудь сказали, вы такая в ответ ну что, или там как бы, мне все равно, что ты говоришь, ну что-нибудь, то есть вы дадите какой-то такой отпор холодный, что вы просто от себя шалеете, причем это у вас случится просто автоматически, то есть у вас, вы из такой нежной, тонкой, вы поймете, что вот эта вот нежная внутренняя ваша, как бы, скажем так, начинка, у нее появляется такая броня, такой щит, и никто не сможет вас обидеть, понимаете? То есть вы вот такой нежный кроличек сидели, и казалось, что вот, в общем-то, к вам не притронуться, но тут в вас просыпаются какие-то такие силы внутренние, что вы можете и за себя постоять, и, ну, как бы, и слова вам не скажи, понимаете? Вот такой вот подарок судьбы. На самом деле это большой подарок судьбы, когда вы можете отстоять свои границы, когда вы можете сказать нет, когда вы можете как бы поставить человека на место, не принижая себя, понимаете? Это невероятно. Ну, вот сегодня такой свет солнца, простите, но вот видите, я перемешала, вот мешаю, не мешаю, все равно эта карта, поскольку про нее думаю. То есть внутреннюю силу вы и опору обретаете однозначно. Давайте смотреть следующий ваш подарок судьбы. Двоечки. Третий подарок судьбы для вас. Ой, какая хорошая карта. Посмотрите, какая. Птички поют, домики, понимаете? У вас будет, во-первых, у вас на душе будут, знаете, пение птиц, у вас будет душа просто расцветать. И вам придут новые вести. Может быть, вы будете где-то сидеть с подружкой в кафе, и вы будете наслаждаться вот этим щебетанием, обсуждать все подряд, и вам будет так классно. То есть у вас входит, знаете, какая-то такая вот легкость, общение, на душе будет, ну, вы просто будете порхать. Вот у вас на душе ощущение порхания. Давайте посмотрим, с чем это может быть связано. Ну, с чем может быть связано порхание на душе у женщин? Возможно, вы даже встретитесь с подружками, и вы все будете обсуждать мужчин, да? Ну, а те, кто одинокие, ну, вот я думаю, что у вас появятся, видите, цветут тут тюльпаны. Кстати, у меня вот там вот на обочине цветут цветы, и тоже вот такие вот тюльпаны. О, не тюльпаны, а вот эти вот как маки такие, вот эти весенние, но они дикие маки. Такие цветы сердца. Опять выходит скрипка, ну, потому что, видите, говорю, цветы сердца, и сразу же эта карта выходит. Давайте еще посмотрим. Вот. Ну, я думаю, что да, мужчина будет падать к вашим ногам, и будет здесь эта карта, ну, вот она вот в таком образе выходит. Ну, вот я просто сейчас пока думаю, говорю об этом. То есть у вас будут мужчины, которые будут за вами бегать, будут за вами ухаживать. Такой подарок судьбы. Но самое главное, что вот я вижу, что будет происходить из потока, да, что будет то это встреча с подружками, какие-то обсуждения, какие-то разговоры, какие-то свидания, это будет вызывать у вас трепет, пробуждение. То есть вы будете чувствовать, что у вас как будто бы струны вашей души пробуждаются, вы как будто бы оживаете, понимаете? Вот это будет прям очень классный момент. Вы вот когда потом произойдет этот момент, вы вспомните это мое видео, вспомните этот момент, который вы смотрели. Ну, опять выходит. Ну вот, давайте подсказку еще, да. Ну вот выходит, видите, все равно. Все равно выходит эта карта. Вот.
Потому что вы меняетесь, вы становитесь другой, и мир вам будет отражать уже совершенно другие энергии, понимаете? Энергии, такой, как бы, люди на одной волне, люди, которые соединяются. То есть вы сама будете даже инициатором совершенно новых энергий, да, то есть, как говорится, поделись улыбкой своей, да, и она тебе в ответ вернется. Вот, то есть вы будете в этот мир отражать вещи, собственно, которые сами хотите, и они будут к вам тут же приходить, понимаете? Вот. Вот такая вот карта. Смотрите, какой интересный, последняя подсказка нам. Ну, потому что вы выходите из скорлупы, понимаете, и вы поймете, что для того, чтобы быть счастливым, не нужно ждать, что оно придет в твою жизнь, да, этот огонь страсти нужно самой поддерживать, воспламенять себя и других, то есть что посеешь, то и пожнешь, да, то есть те энергии, те мысли, те чувства, которые мы отражаем в этот мир, то приходит нам в ответ. Давайте теперь посмотрим на космическом дыхании, на этой прекрасной колоде. У нее, видите, какая тут красивая такая коробочка, невероятная, понимаете? Вот как там было, что вот так вот раскрывается, да, старая оболочка, и выходит новая. И на этой колоде, да, давайте сейчас посмотрим. Сейчас хорошенько ее перемешаем и вытащим совет вам, двоечки, к этой ситуации, которая у вас сейчас зарождается. Ну, это, понимаете, вот все, что сегодня происходит, все, что сегодня в раскладе, это события от 3 дней до недели. Это очень быстрые, очень яркие, очень наглядные вещи. Кармические отношения. Вот, смотрите, кармические отношения. Энергия Ориона, полярность, конфликт и рост души, soul growth. Вот это вот абсолютно подтверждает то, что мы с вами говорили. Вы сама меняетесь, вы сама перерождаетесь, и вы сама становитесь этим энергией, этим источником этих перемен и всех этих подарков судьбы, которые в вашу жизнь приходят. Понимаете? То есть вы сама и есть творец своей судьбы. И если вы, знаете, вот привыкли немножечко как бы жить в таком режиме ожидания, может быть, где-то, ну, сейчас подожду, ну, сейчас оно случится, да, или, ну, еще чуть-чуть, нет, тут вы становитесь такой проактивной, то есть у вас вот сразу же выходит, видите, your life is a canvas, то есть у вас сразу же выходит художник, манифестация и креативность, видите, смотрите. Да, ваша жизнь – это полотно, вы его творите, абсолютно. То есть вы не стоите уже в стороне, вы уже берете. Сейчас вот еще одна карта просится. Вот интересно, вот очень похожие, да, но сейчас посмотри, вот эта вот карта, там было тоже Cracked Open, опять выходила карта. Вот, потому что у вас тоже идет перерождение, открытие себя другой. Посмотрите, какие красивые карты. Ну, они невероятные. Ну, я не знаю, вот сейчас я свет уберу, чтобы вышло. Вот посмотрите, какие красивые карты. Ну, невероятно они, просто невероятные. Радуга, понимаете? Портал, награды, двери открываются. Ты решаешь, you decide, понимаете? Ты решаешь. Тебе не нужно, эти подарки в твою судьбу начинают входить тогда, когда ты сама открываешь этот портал, понимаете? Да, share your song frequency, то есть у вас происходит момент, когда вы становитесь, это знаете, как вот оркестр, кто-то, если вы были, да, то есть скрипка, одна задает тональность, и весь оркестр подстраиваются струн. Это то, что будет происходить в вашей жизни. То есть вы задаете тональность, и вселенная тут же откликается. Люди тут же начинают откликаться. То есть это вот просто, знаете, будет происходить что-то невероятное. Вы будете поражены вашим способностям, вашей силе. То есть у вас будет возрождение, даже не возрождение, перерождение себя. У вас поднимутся такие ресурсы, что вы просто, вы знаете, вы обалдеете от себя. Это такой, какая жизнь может быть у вас. Я вообще без слов. Двоечки у вас, вы понимаете, вы привыкли быть немножко так ожидающей, спокойной, да, но тут вы реально станете совершенно другой женщиной, смелой, спокойной, уравновешенной, но умеющей за себя постоять. И самое главное, понимающей, как вы легко создаете все, что вы хотите.
Сегодня очень интересный расклад тем, что мне сложно, что единички, что двоечки, сложно сосредоточиться именно на потоке, потому что идет, знаете, вот как будто бы вот такой вот, как фейерверк, вот, фейерверк, такой взрыв. Видите, ну вот это новолуние, это энергия равноденствия, когда очень много идет энергии, света на планету, то есть света становится больше тьмы, да, и большой будет, скажем так, самое главное, вам совет, мессенджер, вам последний месседж для всех, кто смотрел этот расклад, и единички, и двоечки. Энергия, сияющая гармония и баланс. Понимаете, вы становитесь источником этого баланса, вы взаимодействуете с миром и с теми энергиями, которые сейчас приходят в вашу жизнь, и вы сами ее перестраиваете, понимаете, на структурном уровне, на вибрационном уровне. Это, ну вот, уникальные энергии. Опять же, повторюсь, независимо будете смотреть эти энергии, это видео в равноденствие, в новолуние, которое сейчас происходит, или вы будете смотреть через полгода, через месяц, через неделю, неважно. Я уверена, что те люди, которые смотрят эту энергию, это видео, они вот поймают эту энергию, этот вайб, и они как бы узнают себя и свое состояние, такое предвкушение перемен. Да. Да. Physical Emotional Healing, да. Вот такое вот, видите, идет перерождение, интересный красочный путь, который впереди. Вот, опять эта карта выходит, видите, наслаждение, в общем, кайф. Я очень рада была провести для вас поток, немножко сегодня более сумбурный, то солнце, то тучи, то коровы, то я не могу сосредоточиться, потому что ваша энергия, она просто как шампанское, как брызги шампанского, вот так вот разлетается. Вот. Но в любом случае потоки бывают разные, дни бывают разные, энергия бывает разная, и вы сами бываете разные. Поэтому all paths lead to home. Вот как, понимаете, вот как оно, как четко отражается, понимаете? Inner authority, intuition, turn your gaze within. То есть абсолютно то, что я вам сегодня, вот месседж, который вам идет в сегодняшнем видео, в сегодняшнем потоке. Ваш внутренний настрой, ваше внутреннее, понимаете, вот правильное слово не могу подобрать, ваша внутренняя энергия, вибрации, вообще настроение, да, вашей каждой клеточки, оно даже без вашего усилия воли, оно создает проекцию в этот мир, понимаете? И простыми словами это говорим, да, там, поделись улыбкой своей, да, или что ты, что посеешь, что и пожнешь, что ты там в мир несешь, что тебе и приходит, да, это простыми словами. Но если погрузиться в это на тонком энергетическом уровне, то на самом деле это очень тонкий процесс. Поэтому на этот расклад пришли люди не достаточно старой души, да, то есть люди, которые уже знают толк, что такое энергия, что такое, как работать с собой, как перевоплощаться. Вот, понимаете, опять эта карта выходит. Потому что let it go. It's not yours to carry. Это не твое. То есть тяжесть вся уходит. Тяжелое вам не нужно нести. Жить по легкости, жить в Творце, по воодушевлению, по созданию. Ну, в общем, я не знаю. Вот у меня, кстати, даже, видите, сегодня сердце. То есть сердце ваше просто вот будет сиять. Вот. Ну, в общем, такой сегодня поток, дорогие мои друзья, дорогие девочки, дорогие мужчины, если вы здесь есть. Благодарю вас за то, что вы были здесь. Пожалуйста, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Это очень помогает моему каналу и мне, вдохновляет меня на новые видео, на новые темы. Вот. Такой сегодня интригующий поток. Такой. Вот. Ну, в общем, я желаю вам счастья. Оставляйте свои лайки, комментарии. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, если вы смотрите эти видео. До встречи в новых видео на моем канале Ева Оракул Таро. Желаю вам счастья. Пусть все случится в вашей жизни самым наилучшим, самым благоприятным образом, и вы будете счастливы. Пока.